Страх. У каждого из нас с самого детства есть страх. У кого-то это боязнь темноты, у кого-то это боязнь клоунов, а у некоторых это страх пауков. Но это видео не о том, а о неделе ужасов, в котором я смотрел и делал нечто страшное. Так что смотрите далее, как я сломал свою психику и не только. День первый. В этом дне я решил подготовить свою психику, а именно начал смотреть такие украинские сериалы, как «Слепая» и «Ворожка». Честно, эти сериалы просты и вовсе не страшны, хотя в некоторых сериях промелькает что-то стрёмное, но для первого дня подготовки сойдет. Вот и пришел второй день, а это означает, что сегодня мы повышаем уровень страха. А именно смотрим такой сериал, как «Мистические истории», который оказался в некоторых моментах страшный и в некоторых сценах ужасный. В общем, в этом сериале почти все истории повторяются по сюжету. Там либо хороший финал и все выживают, либо плохой финал и все умирают. Но и на ночь я не ограничился ужастиками и решил посмотреть World Begemot Cat, в котором автор рассказывает страшные истории на ночь. К тому же, чтобы намного лучше проникнуться жуткой атмосферой, я выключил свет в комнате и надел наушники. Всем жуткого дня. День 3. Сегодня я решил посмотреть один фильм ужаса по названием «Ужасающий», который посмотрел мой друг, и мне решил посоветовать его посмотреть, но я его не наважился смотреть уже 3 месяца, и вот ради эксперимента я решил его посмотреть. Особенно ночью, но лучше б я этого не делал, поскольку фильм очень жуткий, в нем клоун-маньяк убивает людей накануне Хэллоуина. В этом фильме очень много резни и крови. Если вы любитель фильмов ужасов, этот фильм определенно для вас. К тому же, потом я решил скачать и поиграть в игру FNAF 1. В этой игре мы играем за охранника в пиццерии Фредди Фазбер. И нам нужно смотреть по камерам и проверять двери, чтобы какая-то плюшевая тварь на вас не выпрыгнула. Скажу честно, я испугался и не раз от скримеров. День 4. Сегодня я решил посмотреть продолжение второй части «Ужасающий». Сначала «Ужасающий 2». Действие, как и в первой части, происходит накануне Хэллоуина. В этой части жуткий кровожадный клоун на имя Арт снова выходит на охоту за новыми жертвами. В центре сюжета Сиена, девочка-подросток, пережившая трагическую потерю и мучающаяся кошмарами, связанными с Артом. Ладно, дальше не буду спойлерить. Посмотрите сами. А также я посмотрел третью часть, которая кардинально отличается от первой. Действие фильма происходит 5 лет после второй части, в канун Рождества. Сиена Шоу пытается забыть свою кошмарную встречу с клоуном Артом и вернуться к нормальной жизни. Но Арт появляется вновь и начинает терроризировать ее и других жителей округа Майлз вместе со своей новой спутницей, одержимой Викторией Хейс с первой части. К сожалению, тут я не смогу показать некоторые сцены, ведь YouTube этого не любит. А вот если вы не слабонервный, добро пожаловать в ТГ-канал на экране или в описании. После этих фильмов у меня было ощущение, когда я вечером куда-то и шел, то на меня тут же выпрыгнет клоун или другая мразь. В настоящее время я глянул фильм под названием «Кошмар на улице Вязов» 1984 года выпуска. В этом фильме известный главный злодей Фредди Крюгер. В сюжете Фредди убивает детей когтями, сделанными из ножей, в их же снах. Главная героиня Нэнси и ее друзья начинают сталкиваться с загадочными смертями своих близких. Когда Нэнси понимает, что Фредди нападает на них во сне, она решает бороться с Фредди. Финал для меня был как шокирующий, так и неожиданный. К тому же я продолжил проходить 5 ночей Фредди, в котором словил нехилых таких испугов. День 6. В данный день я посмотрел фильм «Сияние» 1980 года. Кратко о сюжете. Писатель Дэнни вместе со своей семьей
работает зимним сторожем в изолированном отеле Оверлук. Его сын Дэнни обладает экстрасенсорными способностями и видит ужасные события в свете. С каждым днем Джек оказывается под влиянием сверхъестественных сил отеля и теряет рассудок, становясь все более жестоким. В конце концов, он пытается убить свою жену Венди и сына, но он замерзает в лабиринте насмерть. Семье удается выжить, но отель по-прежнему окутан мрачными тайнами. Короче говоря, весь фильм очень растянут, и лишь в некоторых моментах происходит что-то реально страшное. Наиболее интереснее было смотреть фильмы в последние 20 минут. Лично мне фильм не страшный. Скорее всего, я перенасытился более жуткими фильмами. К тому же, посмотрел фильм о кукле Чаки, детский игры 1988. Вечером я решил поиграть в игру Метель. В ней нужно сбежать из дома маньяка, который вас держит, попутно ища предметы или шифры, которые помогут сбежать. Так как это последний день, я решил нагрузить себя по полной, а именно посмотрел первую часть фильма «Астрал». Это мистический триллер, в центре которого семья Ламбертов, столкнувшаяся со сверхъестественными явлениями после того, как их сын Даллас при загадочных обстоятельствах впадает в кому. Семья начинает сталкиваться с необъяснимыми явлениями в своем же доме. Оказывается, Даллас не только без сознания, но и его душа забрела в параллельный мир под названием Астрал, где обитают злые духи. После этого фильма я глянул «Оно», но только не «Оно», который создал режиссер Андрес Мускетти про клоуна, который пугает детей, а «Оно» переследует 2014. В этом кинце герои переследуют некие сущности, и чтобы от них избавиться, нужно с другим человеком заняться любовью. И тогда эти сущности перейдут этому человеку, но если он не успеет избавиться от этого и умрет, нечисть вернется к предыдущему хозяину. Посмотрел первую часть, потом «Техасская резня бензопилой», в которой убийца охотится на людей, а потом убивает бензопилой. В этом ему помогает его безумная семейка. К тому же я еще поиграл в такие хоррор-игры на ПК, как Метель, FNAF, Dead Space и Outlast 1. Последняя, как по мне, самая страшная, ведь в ней очень много скримеров и ужасов. А вечером я посмотрел нашумевший фильм, который вирусился в ТикТоке и других соцсетях. Наверняка вы о нем тоже слыхали, ведь это фильм под названием «Субстанция». Рассказывает историю об ученых, исследующих загадочное вещество с необычными свойствами. Поначалу субстанция кажется безвредным, но вскоре выясняется, что оно радикально меняет восприятие и физические состояния тех, кто с ним контактирует. Чем глубже герои погружаются в свои эксперименты, тем более пугающие и необъяснимые явления начинают происходить. Посмотрев этот фильм, я блеванул. И не раз, ведь он вовсе не пугающий. В сценах преобладает больше омерзительности, нежели ужаса. Подытожим наш эксперимент. С начала челленджа мне было жутко и не по себе. Особенно когда посмотрел серию фильмов ужасающих. Иногда мне казалось, что на меня выпрыгнет какой-то клоун или чудовище. Но потом я привык к фильмам ужасов, и они казались не такими страшными, как я думал раньше. Насчет игр все серьезнее, ведь когда ты играешь в хоррор-игру, ты не знаешь, когда на тебя выпрыгнет клоун или другая мразь. Тебя в любой момент может напугать скример до чертиков. Если нравится видео этого типа, жми сюда, на этот плейлист, и пока!